Приветствую тебя, зритель! Ты на канале Игра де Жанейро. На связи с тобой Хитрый Лис. Давно у нас не было роликов по Destiny Summoner, пора с этим проектом заканчивать. Разработчики на него явно забили, уже 3 недели подряд у меня никаких ивентов здесь не выскакивает. До этого меня вообще не пускало в эту игру, поэтому, как ты помнишь, я принял решение, что все, завязываю. Увы, жалко, конечно, потраченного времени и усилий, но что поделать, раз разработчикам игра она не нужна, то мне и подавно. Тем не менее, хочется оставить в истории канала героев, которых я прокачал, все-таки времени и сил на это я потратил немало, и поэтому потихонечку я сделаю серию роликов по персонажам, не слишком много времени этому буду уделять, но оставлю, возможно, кому-то когда-то это пригодится. Может быть, разработчики одумаются, что-то переиграется, и тем, кто приходит в эту игру, будет полезно. А может быть, будет и еще один рестарт, как это было когда-то. Что ж, сегодня я хочу предложить тебе рассмотреть Канделу. Герой, которого я, когда пришел в игру, особо сильно хотел достать себе в свою пачку. Ее я показывал как-то, по всплывашке ты можешь ее посмотреть. И очень долго я, конечно, пытался его достать. Не очень часто он мне выпадал, а когда выпадал, это, конечно, были большие минуты радости. Я думаю, может быть, ты помнишь все эти обзоры, когда мы вместе вскрывали свитки и смотрели, что там выпадет, а самое главное, ворошили гробницу в поисках Канделы, и когда он выпадал, это, конечно, была детская такая радость. Сейчас, конечно, Кандела в сравнении со всеми новыми героями уже сильно уступает, но тем не менее тоже хорош. Поэтому давай перейдем, посмотрим, какие умения у него есть. Итак, первое умение — правосудие от Рая, активный навык, наносит урон 120% от атаки электричества 3 случайным врагам, наносит дополнительный урон 25% от макс хп, имеется 100% шанс вызвать у врагов с хп ниже, чем у него, головокружение на 2 раунда. И, конечно, я понимаю, что на фоне всех вот этих кровавых копыт, Таналисы и других Аграэля, Кандела со своими процентами уже не выглядит так ошеломляюще, но поверь, когда игра только начиналась, Кандела был очень крут, и особенно очень крутым выглядели его вот эти 25% от макс хп. Так как он у нас боец и стоит впереди, всегда мы ему подтягивали выносливость, чтобы он жил как можно дольше, и эта прибавочка была очень шикарной ко всему прочему. Плюс и урон был замечательный. И несмотря на этот дополнительный урон, по сути, в сравнении со всеми новыми героями, Кандела не ломал баланса. Кандела вписывался очень хорошо, был желательным гостем в любой практически пачке, но при этом баланса он не нарушал. Почему разработчики решили все испортить? Остается только гадать. Смотрим следующее. У нас пассивочка одаренность от Светского. Пассивный навык дает нам плюс 40% ОЗ, плюс 20% криту и плюс 45 урона по оглушенным целям. И вот это очень круто, потому что в принципе наши электрики наносят по целям с головокружением, а оглушение — это и есть головокружение по сути. А Кандела наносит еще и дополнительный урон сверху. И, конечно же, хотелось бы в его пачке всегда видеть тех персонажей, которые могли бы это оглушение также добавлять. Ну, по-другому еще мы говорим станить, потому что Кандела по ним будет повышенный урон наносить. Следующее умение — вера в справедливость, тоже пассивный навык. В конце каждого раунда дает плюс 20 к сопротивлению молнии и плюс 10 к атаке электричества на 3 раунда. Хороший навык, потому что он поднимает нам сопротивление. Ну, жалко, конечно, что не сопротивление всем стихиям, сопротивлением только молниям, но тем не менее. Но больше всего, конечно, здесь прельщало то, что он поднимал урон от электричества, и как минимум 20% на тебе висело постоянно, то есть на 20% Кандела наносил не только своими ударами, но еще и активным навыком. И последняя пассивочка, за которую Канделу очень сильно любили, это, конечно же, контратака. Преследование. При получении атаки Кандела дает отпор 100% от атаки электричества нападающему и наносит дополнительный урон 8% от макс ОЗ Канделы. Имеет 35% шанс вызвать нападающего с меньшим ОЗ, чем у себя, головокружение на 2 раунда. И опять же, привязка к макс ОЗ. Мы его прокачиваем, Кандела становится жирнее, соответственно, наносит урона больше. Ну и также каждый удар по нему, мы выставляем его вперед, и каждый раз, когда его атакуют, он в ответочку мстит и возвращает урон электричеством. Очень шикарный персонаж. Потом, когда ему добавили навыки пробуждения, он стал еще лучше.
Итак, с навыками пробуждения у нас благословенное испытание срабатывает в конце раунда, воздействует на союзников с наименьшим ОЗ и наибольшей атакой. С вероятностью 50% накладывает защиту на 2 раунда. Защита дает герою иммунитет к смертельной болезни, замешательству, скованию, слепоте и проклятию. И чем хорош этот навык, реально хороший навык, потому что он по сути сейвит нашего дамагера, самого сильного дамагера он сейвит. Сейвит от чего? От того, чтобы не получить замешательство, к примеру, от того же Кровавого Копыта или Гефеста. Чем опасно замешательство в данном случае? А тем, что в таком случае весь дамаг, который должен получить противник, по сути начнем получать мы. А так его взять в замешательство невозможно. И это, конечно же, очень хорошо. Истина молнии срабатывает при использовании активного навыка, бьет по врагу, которого вы атакуете, с вероятностью 40% парализует его. Если у цели больше ОЗ, чем у вас, с вероятностью 50% наносит от 20 до 200% урона от молнии. Срабатывает после попадания молнии. Восстанавливает ОЗ в размере 200% от собственной атаки молнии. Парализованный герой в течение 3 раундов будет получать урон от молнии в размере 100% от атаки. Шикарнейший навык, потому что дает дополнительный урон, а самое главное, он периодически нас отхиливает Канделу. И это очень здорово, благодаря этому Кандела становится более стойким. И если взять во внимание, что у него очень много и так хп, мы ему всегда ее максим, то, соответственно, просадить его очень сложно, а тут еще он себя отхиливает назад. И это, конечно, становится прям такая боец-боец, машина такая для нанесения урона, еще и для того, чтобы этот урон держать. Подготовка воина срабатывает в конце раунда, восстанавливает 20% потерянного запаса здоровья. Пожалуйста, еще один навык, который нам позволяет отхиливать. Итак, глядя на все это, в общем, что в Канделе нужно было бы качать в первую очередь? Это, понятное дело, макс тимо, где возможно ХП, это наши доспехи, это наши руны. Руны на ХП, а Канделе качается в первую очередь. Во вторую очередь мы качали ему всегда атаку электричеством, соответственно, где только можно, в оружие, и руны качали атаку электрикой. После этого тут мнения немножко расходились. С одной стороны, хотелось бы критовать как можно чаще, с другой стороны, хотелось бы стоять, так как Кандела стоит на передовой. И кто-то качал ему сопротивление стихиям, а кто-то качал шанс крита. Я принадлежал к тем, кто качал шанс крита. Мне было интереснее, чтобы Кандела выдавал большие цифры, потому что ульта его, конечно, наносила еще тот урон, будь здоров. Ну а ребята, которые качали сопротивление стихиям, делали больше ставку на его контратаку, рассчитывая на то, что он дольше простоит, больше урона, больше ударов по себе примет и каждому отдаст в ответ. И тот, и другой вариант справедлив. В принципе, здесь все зависит от личных предпочтений. В круге судьбы, понятное дело, нужно все прокачивать под воина и под электричество. А теперь давай соберем ему быстренько пачку. Собирать пачку чисто из новых персонажей я не буду. И вот этот вариант, где у тебя 6 кровавых копыт или 5 кровавых копыт и Кандела, смысл его рассматривать. Пожалуйста, тебе нравятся новые персонажи, бери их и нагибай или что ты там хочешь делать, вообще вопросов нет. Сегодня я хочу рассмотреть вариант старый, добрый, без новых персонажей, хотя мы часть будем их использовать, но тем не менее без вот этого сверхпопулярного кровавого копыта, Таналиса и всего такого. Я хочу собрать радужку, причем радужку, заточенную под электриков, где каждый наносит урон электричеством, каждый накладывает головокружение. Может быть не каждый, но большинство накладывает головокружение и наносит по противникам с головокружением или застаненным противникам повышенный урон. Вот такой старый, добрый Эль Классико, назовем его, вариант. В первую очередь, конечно же, мы сюда берем Канделу, о котором мы, естественно, и снимаем данное видео. Его ставим на передовую, причем вниз, для того, чтобы он принимал на себя удары и возвращал урон от каждой атаки, которая будет произведена по нему. Ему в пару берем Севилью, который также является бойцом. Соответственно, прокачивание круга класса бойцов будет повышать и ему. Также он является электриком, в принципе, очень хороший, стойкий боец. Так что они вдвоем займут очень хорошее положение на передовой. Далее начинаем закидывать Летоса. Это будет наш и сейв, потому что Летос может воскрешать. И плюс он наносит хороший урон. Да, его немножечко порезали, но тем не менее герой хорошенький.
Следом нам нужен небольшой отхил. И здесь есть, конечно, вариант использовать Ивана, но, честно говоря, этот персонаж как-то не особо сильно раскрылся из новых. И я вот не знаю, возможно, он настолько сильно не понравился разработчикам, что они перестали даже игру обновлять. Но это так, шутки, конечно. И здесь я, конечно же, рекомендую брать Эмили, потому что это наш отхил, плюс она добавляет нам скорости. И как вариант, который зайдет именно в пачку электриков, это будет, наверное, один из лучших вариантов. Из нашего леса мы забираем с собой Карин. Я уже начинаю путаться среди персонажей разных игр. Этот герой будет наносить повышенный урон по тем, кто является оглушенным, но самое главное, она критует по всем оглушенным противникам, и это очень здорово, поэтому это наш, по сути, основной такой дамагер, который будет вливать огромное количество урона в этой электрической пачке по оглушенным целям. И нам остается тьма, и здесь я рекомендую брать Ирбит. Конечно, если бы Ирбит не было, мы бы взяли Темного Князя, когда-то мне он очень нравился, но, к сожалению, он сильно уступает, и здесь я бы все-таки рекомендовал остановиться на Ирбит, потому что она, во-первых, и дамажит, и критует нехило, но самое главное, она имеет еще и дополнительный отхил. Таким образом, мы повышаем и стойкость нашей команды в целом, и урона здесь будем вливать больше. Вот такая, в принципе, команда. И среди питомцев я бы здесь рекомендовал, конечно, брать Тиамата, чтобы чаще ультой шмалять. Но отличным вариантом является Циклоп, которого у меня пока что нет и вряд ли уже будет. Качать я его, естественно, не буду, так как с игрой заканчиваю. Но он здесь имеет шанс, получается, в 50% вызвать у 3 случайных врагов головокружение на 2 раунда, а головокружение это то, что нам нужно, потому что под головокружением персонажи нас не атакуют в ответ, а мы по ним наносим повышенный урон, Карин еще и критует по ним. Просто замечательно. Ну и дополнительно мы повышаем себе скорость. Хотя, повторюсь, я больше за Тиамата, потому что он может вливать энергию, и мы чаще раскидываем ульту. А ульта это наше все. Многие ребята используют еще Мастабу, он не дает преимущества, потому что он физический урон наносит, но при этом он очень классно накладывает щиты и тем самым часто спасает, потому что позволяет пережить дополнительный урон. Все, пожалуй, с Канделой все. Вот так вот постарался быстро. Доставать его, конечно, сложновато, потому что всех новых героев можно было доставать из ивентов. Канделу же только из гробницы или из свитков, но выпадал он очень-очень-очень редко. Тем не менее, мало ли, в комментариях ты можешь указать, как ты используешь этого героя, нравится тебе он или нет, а может быть нравился когда-то, но потом ты передумал его качать. Подписывайся на канал, ставь палец вверх, делись этим роликом с друзьями и долбани в колокол, чтобы не пропустить другие ролики по игре. Оставайся с Лисом, впереди нас ждет еще много интересного и полезного по игре не только. Лис прощается с тобой, до новых встреч!